Всем привет! Мы находимся на Кипре, за моей спиной нереальное лазурное Средиземное море, и наше путешествие начинается с города Ай-Анапа. С причала Ай-Анапы корабль будет Афродита, двухпалубный корабль с Wi-Fi. Этот корабль самый комфортабельный. Отличный парень Олег нам продал билеты. Билет на человека стоит 20 евро. Обед включен. На все про все где-то 4 часа мы должны потратить и получить массу приятных впечатлений. Вот, насколько я вижу, корабль уже заполняется. И скоро мы отходим. Вот нас уже встречает русскоязычный гид. На кого работаете? На ФСБ? Подтверждаю. Вдоль юго-восточного побережья острова Кипр, огибаем юго-восточную часть острова, доходим до северной оккупированной территории. Первая Айнапские пещеры. Капитан максимально близко подходит к красивейшим местам, чтобы вы сделали качественно, видели фотосъемку. Далее Королевская бухта полуовалом. Красивейшее место. Мы прям заходим в бухту, останавливаемся, делаем фотографии. Там же с правой стороны будет каменный гриб, который можно встретить на айнапских открытках. То есть непосредственно вы сами можете сделать такую прекрасную фотографию. Огибаем величественный мыс Кава-Грека. Это уникальная смотровая площадка 100 метров над уровнем моря. Юго-восточная часть Европы. За мысом Кава-Грека последует маяк Свободы, американо-французская радиостанция. Первая остановка для плавания в кристально чистой бухте Конос. Далее посещение бухты инжировых деревьев. Город туристов Протарас. Очень замечательное место. Если вы едете на Кипр с семьей или хотите спокойного отдыха, то вам определенно в Протарас. Ну и цель, ребят, город близко к Магусту, где вы окунетесь в историю. Большой торговый город, благодаря огромному порту, и самый популярный курорт Средиземноморья. Вот здесь еще 42 года тому назад было огромное количество туристов со всего мира. First captain in Cyprus. So it is really nice to meet you here. And Michael is going to make a movie about Cyprus. Посмотри, пожалуйста. This is Молодой Young Chris the name from my close father, Kastanis. Кастанис. Kastanis. Первая лодка сейчас находится в музее. Называется Кастанис. Это фамилия крестного отца капитана Криса. Этой лодке больше 50 лет, которая сейчас в музее. Кастанис. With this boat I started to take 5-6 persons from here to Famagusta. Делал путешествия по 5-6 человек на борту с самого начала, а теперь 150 человек. Really nice photos, it's a really nice history. Thank you very much, Mr. Chris, for a little talk, for your history. It is really nice to meet you. No, mister, say to me, Chris, and I'm happy. Дорогие друзья, в центре Ай-Анапы есть туристическое бюро, которое называется Tourist Information, где вы можете получить буклеты, карты на всех языках, в том числе на русском, для того, чтобы ваш отпуск и путешествие прошло максимально полезно и эффективно.
средневековый монастырь Аянапы находится в самом центре города, в 2 километрах от порта. Согласно легенде, в 7-8 веке здесь была обнаружена чудотворная икона Богородицы. Ее обнаружил охотник с его собакой. После этого толпы паломников стали стекаться в этом месте, и постепенно здесь вырос монастырь. По совету друзей мы с Мишей решили посетить Ocean Basket. Это ресторан морепродуктов. Он находится недалеко от пристани. Вот так выглядит основное меню, где есть описание с ценниками и картинки, как это выглядит. Мы с Мишей выбрали блюдо для двоих, куда входят мидии, свежие морепродукты, свежая рыба. Это все безумно вкусно, аппетитно. Вот, также мы заказали местное пиво Кео. Так что начинаем с аперитива. Очень много людей, стоишь в очереди. Это говорит о том, что здесь реально круто. Деньги потрачены, еда не доедет. Если решили самостоятельно попутешествовать, то из города Аянапы, за моей спиной ориентир, автобус 101 вас отвезет в деревушку Паралимне, Протарас, на мыс Кава Грека. Melissi, here. 2 tickets for me, please. Okay. Two station, one Thank you. station, two. The second. The second, yes. Wait. Вот так выглядят билеты одноразовые. Так, если вам нужно выйти в Протарасе, то ориентир Макдональдс за моей спиной. Также можно посетить интереснейшее место в этом городе. Вот сдалека его видно. На холме стоит храм. Святого Ильи. Если вы едете с Аянапы, то на 101 автобусе здесь выходите, а если обратно, то на 102. А около этой остановки, кстати, легко попасть на пляж, пройти прямо, чтобы за спиной был Макдональдс, и повернуть один раз налево на первом повороте, и вы попадаете на линию пляжа. Впереди видна голубая морская полоса. А если ехать на автобусе на 101 из Аянапы, получается, до конечной, то вы приедете в город, деревушку Паралимне, вот на которой расположились 3 потрясающие храма. 2 Святого Георгия и 1 Пресвятой Богородицы 14 или 16 века нашей эры. Следующий собор, который находится за моей спиной, в готическом стиле в виде базилики, храм Святого Георгия Победоносца. Внутри находится фреска, где изображен сам Георгий Победоносец, который копьем поражает змея. И более позднего периода, уже современный храм, самый огромный, в греческом стиле. Это храм также Святого Георгия Победоносца. Внутри потрясающий вид, он очень масштабен по своему размаху. Много фресок и дорогой утвари. Обязательно стоит посетить это место, так как здесь крайне мало людей и совсем другая атмосфера. Такое впечатление, что здесь время остановилось. На 102-м автобусе из Протараса мы доехали до остановки Каву Греку. Пошли по тропинке среди кустарников, которая называется Тропа Афродиты. Сзади меня справа находится мыс Каву Греку. Остров Кипр образовался из-за столкновения 2 литосферных плит, евразийской и африканской. И получается, что океаническое дно вывернулось наружу.
так образовался остров. Много лет назад остров Кипр назывался «Зеленой жемчужиной Средиземноморья». Он был весь покрыт растительностью, лесами. Но после того, как стали добывать медь, стали вырубать леса, и сейчас, спустя многие годы, можно наблюдать результаты. Зеленая зона занимает только 17% острова. Мы на Курионе. Это место датировано IV веком до нашей эры. По II век уже нашей эры строили, воссоздавали, переиначивали. Посетили мы дом Эпстолия, термы римские, или бани современным языком выражаясь, и театр. Театр был восстановлен римлянами, потому как греческий, который был построен в IV веке до нашей эры, был разрушен из-за сильного землетрясения, и изначально он был 280 градусов радиусом со сценой плюс. Поэтому ошибочно периодически мы несколько неточно называем это место амфитеатром. А на самом деле по-гречески амфи с двух сторон. Мы находимся сейчас в монастыре святого Неофита, особо почитаемый на Кипре святой. Он жил в XII столетии. Люди едут сюда с просьбой о выздоровлении. И едут сюда особенно те, у кого есть какие-то проблемы дерматологического характера. В XII веке Неофит собственными руками создал храм в скале и кельи. Келью сначала только для себя, а потом идея эта стала очень популярной. И в конце жизни Неофита мы знаем, что жило здесь 13 монахов. Так, мы в Пафосе, древняя столица Кипра. Первые упоминания об этом городе датированы 14 столетием до нашей эры, время, когда эллины пришли сюда. Древняя столица Кипра, бывшая столица Кипра. Здесь посему очень много достопримечательностей. Вот в пределах пешей доступности два археологических парка огромных. В одном из них находится столб апостола Павла. Он был прикован к нему за проповеди свои, наказан проконсулом Римской империи Сергиусом Павлосом. И другой парк, в котором находится дом-музей Диониса и мозаики II века. Вход платный, стоимость 4,5 евро. Одна из главнейших достопримечательностей Кипра – это мыс Афродиты, откуда она вышла из пучины морской. Вот. По легенде считается, если 3 раза против часовой стрелки проплыть вокруг этого мыса, то омолодишься. Если девушка найдет камушек в виде сердечка, то найдет свою любовь. Вот так вот выглядит кофе по-кипрски. Двойной кофе по-кипрски. Известная гора Олимп. Высота 1952 метра. За моей спиной вы можете наблюдать известный кипрский кедр, который нигде больше не растет. Также ниже располагается самый известный на Кипре и самый крупный мужской кикский монастырь, основанный в 1080 году, в котором располагается одна из 3 икон, написанных Лукой при жизни Богородицы. Это чудотворная икона Богородицы Кикской. Заехали на маленькую винодельню, купили вино Минаргос, урожай 2007 года, красное сухое, стоимость всего 7 евро. Закончили дегустацию вина и самогона. Вина качественные,
от 5 до 12 евро. Вот так вот выглядят магазины. Небольшие. Чем дальше от центра, тем цены ниже. И тем более все вкусно. Деревня Левкара славится своим известным кружевом и изделиями из серебра. Много лет назад женщины из Левкара переняли технику от венецианок. Как последствие эта техника стала называться левкаристика. Мужчины занимаются изделиями из серебра. В свое время здесь побывал Леонардо да Винчи и заказал вышивку по своему эскизу. Мы приехали в столицу, как ее по-гречески называют, Левкосия или Никосия по-современному, на автобусе из Айанапы. Стоимость билета на целый день 9 евро на человека. То есть вы приезжаете и уезжаете на этом же автобусе, заплатив за один билет. Сейчас отправим открытки нашим друзьям. Ждите к получению. Идем по главной улице города, Лидра-стрит. Вот там наверху Шоколас Тауэр. Находится самое высокое здание, где можно на 11 этаже посмотреть всю панораму старого города. А в античные времена он был известен под названием Лидра. Ныне Левкосия сочетает в себе исторические памятники прошлых веков и живой облик современного города. В городском центре, окруженный стенами 16 века, расположены музеи, старинные церкви и средневековые здания. Церковь Панагии в Фанерумене, одна из самых больших церквей Левкосии, была построена в 1872 году на территории старого города. На сегодняшний день он остается единственной в мире столицей, разделенной на две части. Северная часть, здесь турки, здесь южная часть, греческая. Собор Святого Иоанна. Здание начали возводить в 1662 году. Это единственная церковь Левкосии, где внутренние настенные росписи сохранились во всей своей красе. С этой же остановки мы и отправимся обратно в Айанапу. Автобус идет 2 часа, стоимость билета 9 евро на человека. Это билет на целый день. Закати истерику, закати. Достал! 8 часов утра, наш заплыв закончен. Народ начинает подтягиваться на пляж, а мы собираемся идти назад. Средиземное море просто потрясающее, утреннее, теплое, чистое, плюс 23 градуса. Finish. Yes, we finished. Let's go. Okay, let's go. Друзья, если собрались потусоваться на Кипре, то однозначно выбирайте город Айанапу. Здесь огромное количество тусовок, есть улица, называется Бар-стрит, в 2 километрах от набережной, она находится вот сейчас за моей спиной. Смотрите, вы бросаете все свои деньги, но самое главное, берегите ваше здоровье. Всем хорошего, отличнейшего отдыха! Наше путешествие подошло к концу. Кипр нам очень понравился. Находимся в городе Ларнака, в аэропорту. Улетаем, но обещали вернуться.